Привет, друзья! Сегодня я приготовлю безумно вкусный торт, который напоминает батончик Сникерс. Готовится он очень просто и быстро. Времени это займет совсем мало, а вкус превзойдет любые ожидания. Начну, как всегда, с бисквита. Для этого мне потребуется 2 яйца и 65 грамм сахара. Взбиваю венчиком, пока масса не увеличится в 2-3 раза. Это примерно 5 минут. Добавляю 15 грамм растительного масла. Недолго перемешиваю миксером. К муке 55 грамм добавляю какао-порошка 5 грамм и пол чайной ложки разрыхлителя. Смешиваю сухие продукты и через сито добавляю их к основному. Аккуратно вымешиваю венчиком. Я уже подготовила форму для запекания размером 26 на 16 сантиметров. Выливаю туда нашу бисквитную массу. Духовку я уже разогрела до температуры 170 градусов. Выпекайте минут 15-18 до готовности, то есть до сухой шпажки. Когда бисквит приготовился, я его достаю с духовки, прохожусь по краям ножом и достаю с формы. Очень вкусный, ароматный получается бисквит по такому рецепту. Аккуратно обрезаю края бисквита примерно 1,5 сантиметра с каждой стороны. Займусь карамелью. В посуду с толстым дном высыпаю туда 170 грамм сахара и начинаю прожаривать на медленном огне. Подтопленный сахар помогаю лопаткой. Когда сахар полностью растворился, я добавляю туда сливочное масло 80 грамм и также смешиваю все до однородности. Нагретые сливки 120 грамм добавляю в карамель и все перемешиваю лопаткой. По желанию можно добавить щепотку соли, примерно 1/3 чайной ложки. Перемешиваю и выключаю, уваривать такой карамель не нужно. Переливаю ее в миску для охлаждения. И всыпаю жареный арахис 120 грамм. Все перемешиваю. И дальше беру форму для торта размером 25 на 12 сантиметров и выкладываю туда полуостывшую нашу карамель. Хорошо лопаткой разравниваю, утрамбовываю и пока отставляю в сторону. Предварительно обязательно застилаю форму пищевой пленкой. Займусь муссом из молочного шоколада. Для этого желатин замачиваю водой. 11 грамм желатина я заливаю 60 граммами воды и отставляю в сторону. 300 грамм охлажденных сливок я взбиваю миксером до мягких пиков.
И также оставляю пока в сторону. «300 грамм сливочного сыра и сахарную пудру 40 грамм. Миксером перемешиваю до однородности. Молочный шоколад 115 грамм я растапливаю в микроволновой печи. Я беру наш желатин, который уже набух. Я его несколько секунд растопила в микроволновке. И аккуратно, но быстро выливаю в шоколад. И все быстренько перемешиваю. Шоколад я уже перемешала с желатином. Я его выливаю в сырную массу. Взбиваю миксером примерно 1,5 минуты до объединения массы на средних оборотах. Выливаю сливки и быстрыми аккуратными движениями перемешиваю уже лопаткой. Движение снизу вверх. И сверху выливаю форму на карамель. Разравниваю аккуратно лопаткой. Данного количества продукта полностью хватает, чтобы покрыть форму. Сверху на мусс я выкладываю бисквит и накрываю все пищевой пленкой. И ставлю в холодильник минимум на 2-3 часа. Когда у меня прошло 3 часа, я готовлю глазурь для покрытия. Молочный шоколад 150 грамм, заливаю его растительным маслом 30 грамм, растапливаю шоколад в микроволновой печи и добавляю жареный дробленый арахис 50 грамм. Хорошо перемешиваю венчиком. С помощью решетки переворачиваю торт, достаю форму и снимаю пищевую пленку. Глазирую торт, аккуратно поливаю сверху глазурью. Даю торту хорошо остыть в холодильнике минут 40. И посмотрите, какой торт шикарный у нас вышел. Ну чем не батончик Сникерс? Аппетитный, вкусный. Давайте разрежем и посмотрим, какой у нас он внутри. Друзья, посмотрите, какой он красивый, точно как батончик Сникерс. Комбинация мусса вместе с глазурью не придает торту приторности. Он понравился всем моим гостям. Надеюсь, понравится он и вам. А я вам желаю, как всегда, самого лучшего и до новых встреч!